Тема сегодняшнего занятия – Муладхара, символика. В ней, как и в остальных чакрах, много интересных элементов. Первый уровень – основные стремления, физические действия. Для чего? Для того, чтобы в том числе получить результат в виде материальных ценностей. Основные стремления – материальные ценности и действия как способ их достижения. Остальные элементы во многом ориентированы на то, ради чего нужны материальные ценности, каким образом человек в соответствии с духовными законами идет к достижению этой цели. Да, разумеется, отклонение от законов ведет к кармическим неприятностям. Дальше действия. Мы сами с самого начала обучения говорили, не самый талантливый, там, образованный или еще какой-то, или весь великолепный из себя. Кто действует, тот получает. Кто не действует, тот не получает. На первом уровне, в данном случае действия, это физические действия для человека первого уровня. Но для всех остальных уровней, неважно, чем занимается человек, все равно это действие. Да? Вся мудрость на кончиках пальцев. Пишешь, ты неважно, ты все равно действуешь. Поэтому, если нет действия на достижение цели, никакие таланты, способности, качества, все остальное никогда не будут реализованы. В идеале это максимально возможная активность, море энергии, там, кундалини поднимается, все супер. Противоположный вариант – это что? Лень. Да, лень – это мать всех пороков. Когда человеку лень, облом что-либо делать, дальше начинает придумать, почему это не нужно, становится лжецом, подлецом, вором, тунеядцем и прочим. Человеком, который не желает своим трудом достигать желаемых результатов. Тогда он ищет извращенные какие-то варианты, как получить то, что хочется. Для чего нужны материальные ценности? Условия для жизни и развития. Не самоцель, никогда это не может быть самоцелью. Купил, неважно, вещь, сидишь на нее, смотришь. Да, ты создаешь условия для того, чтобы действовать, наслаждаться, общаться, развиваться, там, путешествовать. Если этой цели нет, то человек становится рабом вещей, что всегда очень печально. Да, ты здесь, тебе дали возможность приземлиться на землю для того, чтобы ты получил необходимый опыт. Да, тот, кто раб вещей, тот, конечно, двоечник, его ожидают различные неприятности. Да, поэтому владеть, но не зависеть. В том числе судьба говорит, в этом воплощении у тебя возможность там, более приличными ресурсами управлять, хорошо. Следующее воплощение, научись жить без ресурсов, хорошо. Какие задачи тебе ставит судьба, то ты и учишься исполнять. И наилучшим образом. В пустыне так в пустыне, во дворце так во дворце. Какую бы задачу тебе не поставил Бог, ты ее решаешь наилучшим образом. А никак иначе. Если иначе, то значит можно обижаться на судьбу. Энергия кундалини, в данном случае сила это что? Ты неуязвим по отношению к другим, независимость. Ты неуязвим, да, ты не попадаешь в такие ситуации, когда ты вынужден, потому что другой человек на тебя давит. Да, вот. Неуязвимая способность защитить себя, свои ценности, убеждения, интересы, неважно что. Ты способен себя защищать. Ты не слабак, ты сильный. В данном случае там, в центре цилиндр, и вокруг него там, змея кундалини обвивается. Это энергия, которая потом пойдет вверх. Вот эта энергия на основе чего? Основное это сам цилиндр, это быть независимым. Стремиться к тому, чтобы обрубить все связи, которые делают тебя слабого, несчастного, обесточенного и прочего. Да, достигнет того состояния, когда ты определяешь, с кем и как ты взаимодействуешь, так, чтобы это было устраивало и по закону, и выгодно, и приятно. Да? А не так, что, извините, меня сюда вот вляпали, я здесь и лежу. И что я могу сделать? Ничего, маленький я человек. Да? Основной цилиндр и усилие этого треугольничек, сейчас пойдем, это правдивость, ну а квадрат это действуй, и все заслужи. Когда есть мотив действовать, это то, что генерирует энергию. Нет мотива действовать, откуда энергия? Ты ее выключил. Да? Если ты не принимаешь принцип правдивости, ты выключаешь энергию, и ты перебиваешь множественными способами связи с высшими силами, там, блокируешь каналы, ты там загажники какие-то, да? Хлам всякий, мусор загоняешь в свой внутренний мир, когда ты врешь. Да? В данном случае правдивость. Перед собой один уголочек треугольника, а перед другими это второй уголочек. Перед собой, это самый распространенный вид обмана, да? Самооправдание, самообман проявляется как? Других обвиняем, себя оправдываем. А что бы ни случилось, первый вопрос, который должен задать духовный человек, и почему же я вляпался? Что не так? Что нужно изменить, чтобы не вляпываться?
извините, что нужно изменить, чтобы получать лучшие результаты. Да, что ты можешь сделать, чтобы изменить ситуацию к лучшему? Когда ты просто обвиняешь, ты просто закапываешься дальше. Ничего ж не происходит, никаких выводов. Да, ты обречен. Поэтому перед собой должна быть абсолютная честность. Хоть себе, то не ври. Большинство занимается этим с утра до вечера. Оправдывать себя и обвинять других. И не делать выводов. И не включать каких-то новых программ, не освобождаться и не расти. Колея оправданная. Вот большинство людей живут именно таким образом. Поэтому будь правдив перед собой, перед другими, перед близкими. То есть это стержневые программы и для всех остальных уровней, они просто развиваются дальше. От эзотерических знаний человек там переходит к высшему образованию, в смысле вот религиозных знаний, к высшему образованию, к эзотерическим техникам, и дальше они пошли развиваться по уровням. Труд от физического там, ко второго, там, работать головой, там, да, и так далее, по уровням он двигается. Но в любом случае, да, у тебя должен быть духовного совершенствования, и ты должен приносить пользу этому миру, действовать. Да, формы реализации вот этих программ, они просто слегка отличаются. Но для Муладхары это религия и физический труд. На каждом другом уровне просто идет развитие этих же программ по уровням, ничего более. Дальше, отношение к злу. Терпимость — это в данном случае не так, что как бы в либеральных ценностях голубые, зеленые, розовые, все хорошо, все правильно. Терпимость, если у человека есть какая-то проблема, ну неважно там, неважно, неэтично где-то еще, это не значит, что ты должен вылазить из кожи вон, вращать глазами, бросаться камнями и прочее. Да, терпимость в том плане, что ты не реагируешь негативно, ты не усиливаешь негатив. Он для тебя не является спусковым крючком. Да, уж тут сам становишься злобным и рушишь свои там, ценности и карму. Да. Что дальше? Традиция — это ножки слоника. В данном случае традиции семьи и традиции народа. На первом уровне развития основные традиции — это семья и народ. Да, народные гуляния, традиции, там, свои подробности. В религии очень много различных там, красивых традиций, неважно, христианской там, или языческой какой-либо. Вот ты уважаешь эти традиции, не просто ты уважаешь, ты в них участвуешь. И вот это участие, да, петь, играть, танцевать, там, комплименты говорить, что все, что нужно, да, это основа, когда тебя поддерживает и уважает семья и народ.